Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит всем тем, у кого асцендент находится в знаке зодиака Весы. Восходящий знак или асцендент – та точка гороскопа, по которой вас сканируют люди, то, как вы проявляетесь внешне, ваши основные такие психологические качества, которые замечают другие, или как вас считывают люди. Ваш типаж и ваша внешность – это все про восходящий знак, про асцендент. И да, ребят, присаживайтесь поудобнее, сейчас буду рассказывать. Это гороскоп не подекадный, поэтому подходит всем, у кого асцендент в весах. Ну что, ребят, готовы? Поехали! Ваши психологические качества, как вы выглядите, как вы проявляетесь, какие эмоции вы испытываете в самом начале любого дела, ваши бескорыстные интересы, приоритеты, ценности и, конечно же, основные психологические черты. И это я все буду рассказывать в начале видео. Вторая половина видео будет про 7-й дом гороскопа, про точно такую же важную точку в наших жизнях. То есть нас всех считывают по асценденту, восходящему знаку, но точно такая же важная точка, на которую почему-то сейчас не принято обращать внимание, это дисцендент, это 7-й дом, это наша противоположность, это то, что живет в нас и точно так же влияет на нас, потому что те влияния планет, которые влияют на асцендент, точно так же влияют на дисцендент, но не пользуясь нашей второй половинкой, мы все равно проживаем эти события только в одиночку. Поэтому, дорогие, буду рассказывать объемно всю картину, как это происходит на небе, в жизни на самом деле и почему мы так реагируем на определенные события. Да, ребят, асцендент в весах принято считать одним из самых привлекательных асцендентов, потому что управителем является Венера. И Венера – это про красоту, Венера – это про эстетику, это про комфортный уровень жизни, это про качество жизни. Это когда мы тактичны, деликатны, у нас есть своя красота не просто внутренняя, но она внешне, и другие люди это считывают. Есть определенная харизма. Даже если Венера находится в напряженном положении в вашей натальной карте, харизма это однозначно присутствует, но напряжение какой-либо планеты делает нас определенными. Ну то есть, если Венера напряжена Плутоном, то здесь есть и плюсы, и минусы. То есть это человек амбициозный, это человек страстный, любящий, либо же человек манипулятор в любовных отношениях, финансах в том числе. Я не скажу, что это какие-то плохие качества. Если их направить в нужное русло, то тогда очень важным таким стимулом по жизни является внутренняя сила, реально к обретению того самого комфорта в жизни. Если же Венера напряжена Нептуном, то здесь, конечно же, есть определенные иллюзии и романтизм, которые очень часто не стыкуются по жизни, и с этим человеку правда сложно живется. Если же Венера напряжена Марсом, то здесь история очень такая, может быть, агрессивная. Да? Здесь стоит подумать над своими качествами проявления, но точно так же это пробивные качества по жизни, которые, если направить в дело, в бизнес, то очень даже хорошо получается. Если Венера напряжена Сатурном, то здесь очень ответственное отношение к финансам, вообще такое потрясающее отношение к ответственности. Я не скажу, что это плохо в наше время, да. Такие люди, как правило, могут очень долго прожить в браке, сколотить состояние, построить его очень, можно сказать, медленно, но зато на века. И если Венера напряжена Юпитером, то здесь, конечно же, такое веяние и подвластное отношение к моде, к общественному мнению. Здесь есть и плюсы, и минусы. То есть, если вы развиваетесь, строите карьеру в сфере культуры и искусства, это очень хорошо. И моды,
это очень хорошо. И если вы в этом не развиваетесь, тогда общественное мнение не проявленный не как авторитет, не проявлены свои амбиции, разрушают, как правило, жизнь самого человека. И здесь просто, я всегда говорю, нет хороших и плохих, есть только наши силы, наши энергии, наши черты характера, которые мы просто не научились направлять в нужное русло. Нужно это направить в нужное русло, и тогда все минусы сразу же становятся плюсами, и мы себя сразу начинаем любить. Но однозначно асцендент в весах — это очень красиво. Асцендент, неважно, мужчина это или женщина, это всегда любовь к красоте, красиво выглядеть, прихорашиваться, стоять у зеркала. То есть это умение держаться на людях. Причем если мужчина обладатель асцендента в весах, как правило, такой женоподобный, тоже любит стоять у зеркала, ходить в барбершоп. Это не означает, что все мужчины, которые ходят в барбершоп, они женоподобные. Нет, это просто, когда человек относится очень деликатно, и для него очень важно, как он выглядит. Потому что есть другие знаки зодиака и люди, которым вообще без разницы, как они выглядят. И для них эта история вообще не рабочая. А асцендент в весах, то есть посмотрите, если у вашего мужчины асцендент в весах, либо же Венера стоит на асценденте, тогда это тот самый ответ на ваш вопрос, почему он так долго подбирает одежду, не может выбрать ремень, брюки, часы, рубашку, постоянно расчесывается. Это очень хорошо, потому что наш асцендент открывает все двери. Как правило, люди с асцендентом в весах всегда быстро вписываются в какой-то коллектив, то есть их сразу любят, их сразу замечают. То есть если женщина с асцендентом в весах и где-то лишнее сказала, то ей можно просто мило улыбнуться, и ее сразу прощают. Наверное, замечали, да? Есть люди, которые столько скажут и нагрубят, и им нет прощения, а вот если вы обладатель асцендента в весах, то вы можете этим немножечко пользоваться. Но не перебарщивайте, потому что и так асцендентом в весах открываются все двери. Это деликатность, это такое дипломатичное чутье, хорошо держаться на людях. Начинка натальной карты может быть совершенно другая. Человек может быть и агрессивным, и экспрессивным, и очень холодным, но внешнее проявление, как считывают люди, это всегда деликатность, тактичность. Это те люди, к которым мы как консультантам подходим в магазине, и нам хочется у них спросить, и мы знаем, что они нам помогут. То есть это те люди, которые располагают к себе, и мы можем у них как раз-таки что-то для себя важное подчерпнуть. То есть это любовь к эстетике, к красоте, умение наводить внешний вид, это всегда тщательно подбираются образы, одежда, это утонченность, это привлекательность, любовь выглядеть опрятно, со вкусом. Такие люди тонко чувствуют тональность цветов. То есть это не зеленый, это мятный, это не роза, это пудра. Ну, то есть это вот такие люди, да, которые под солнечным цветом различают еще несколько оттенков любого цвета. Да. То есть здесь нужно понимать, что это не пунктик у них такой, просто у них к этому талант, который у них дан природой. И здесь есть, конечно же, у нас всегда есть и плюсы, и минусы. То есть это однозначно обладатели красивой фигуры. Если, опять же, Венера, единственный управитель, находится в гармоничном расположении, нет агрессивных аспектов, потому что если здесь есть напряженные аспекты и Венера, то есть человек не занимается своим раскрытием внутренних качеств, как правило, да, то здесь может быть и лишний вес. То есть лишний вес может быть, если Венера напряжена Юпитером, да, и человек в прямом смысле не видит, что он вообще идет не туда. То есть он не то говорит, не то делает, не реализует свой потенциал. И тогда, да, Юпитер дает как раз-таки вот этот лишний вес, когда хочется поесть больше. То есть получается свой авторитет вот так вот внешностью увеличивается, да, не действиями, а внешностью. Поэтому здесь все нужно смотреть точечно и деликатно. Но в
целом это красивые черты лица, приятная внешность, красивая фигура, если опять же следить за своей Венерой. И да, напротив асцендента, то есть это то, как нас видят другие люди, да, начинка натальной карты у всех, естественно, разная, да, все зависит, конечно же, от того, в каком месте вы родились, в каком десятилетии, потому что сейчас тоже буду про это рассказывать. И да, у нас напротив асцендента находится очень важная точка нашей жизни, наша социальная метка, можно это так сказать, это 7-й дом, это дисцендент, и все то, что влияет на асцендент, вот вы часто мне пишете, смотреть гороскоп по асценденту, можно смотреть, но можно смотреть и по дисценденту, и противоположный знак вашего асцендента, то есть 7-й дом, находится в Овне, то есть это та черта нашего характера, которую мы не очень хотим замечать, то есть это наша противоположность. Это то, как мы в обществе действуем, если случаются какие-то кризисы, да? То есть это то, как мы реагируем в любовных партнерских отношениях. Это то, как мы реагируем и действуем, ведем себя с людьми, с которыми у нас есть договорные отношения. И здесь такой большой вопросик. Это какие? Да, это наши партнеры по браку. И здесь такие, да, я не в браке, классно. Я составила брачный договор, но позвольте, все те люди, с которыми у нас есть какие-либо договорные отношения, идут у нас по 7-му дому. Поэтому здесь либо штамп в паспорте, либо брачный контракт, либо наши коллеги по работе, потому что с нашим работодателем у нас есть договор. То есть, понимаете, какой-то широкий круг общения. А особенно, если вы идете в публичность, в известность. А публичность у нас идет по 7-му дому. И здесь момент и вопрос. Так, а почему тогда сейчас все те, у кого не получается такой прорыв в публичности, популярности, известности, если вы работаете в консультационной деятельности особенно, и здесь сразу такой вопрос, а почему же у меня не получается ни там, ни там? Или почему у меня сбой в системе координат, да, там выхожу замуж или женюсь, и у меня сразу начинается на работе какая-нибудь история. Или же наоборот, у меня нет никакой истории с браком, а у меня только работа. И это момент просто нашего выхода на новый уровень, потому что и брак, и рабочие отношения не работа, как нам зарабатывать деньги, а как нам строить отношения в обществе, идут по 7-му дому. Про то, как мы зарабатываем деньги, у нас 2-й дом, 6-й и 10-й. Но для обладателей асцендента в весах я буду и это рассказывать, как зарабатываются деньги, потому что управитель 7-го дома – это Марс и Плутон, 2 управителя, да, то есть дисцендент в Овне, и это 2 агрессивных управителя. И если ваш асцендент в весах, то с большей долей вероятности 2-й дом у вас находится в Скорпионе, а там управители кто, внимание? Плутон и Марс. Все те же самые, кто заправляет вашим 7-м домом. И здесь такая большая связка, я надеюсь, сейчас станет понятно тем, кто без брака, без отношений не может заработать денег, всю жизнь пытается и как-то не получается. То есть это тот самый момент, когда даже, казалось бы, простые деньги не идут. Я не говорю уже о тех, которые идут больше. Здесь, конечно же, еще зависит, в каком десятилетии вы родились, да, потому что если вы родились в 70-х, 80-х, в 90-х, да, меня как раз-таки большая часть людей таких и смотрит, то у вас управитель вашего 7-го и 2-го дома, вот вам повезло больше, потому что я у других асцендентов такое не рассказывала, да, еще и про деньги, про финансы, здесь такая картина, потому что нельзя это упустить, это очень важно, ребят, для вас, да, то есть у вас еще и Плутон находится в весах, либо же следующий знак какой? Скорпион, то есть все те, кто родились в 70-х, 80-х, 90-х, то есть вы по жизни, в принципе, разрушитель и достигатор, то есть здесь вопрос, вы разрушитель или вы достигатор. То есть и здесь момент, нет ничего плохого в достижениях,
в разрушениях есть очень много негатива, потому что это всегда деструктивные действия, после которых остается очень много проблем. Мало чего здесь получается отвоевать, мало чего получить и достичь. И вот здесь вот такая история получается, что это поколение людей, кто либо достигаторы, либо разрушители. И здесь момент в том, что нужно понимать не просто свои боли, страхи и переживания. Здесь нужно в этом разобраться и пустить это в дело. То есть начать, кто-то на этом зарабатывает, кто-то в этом берет такую большую внутреннюю силу и растет вверх. Ребята, если вы родились с 56 по 70 год, по 1970 у вас Плутон находится... В это время Плутон был в знаке Дева, и у вас Плутон, скорее всего, находится, то есть основной разрушитель, потому что по Марсу циклы 2 года. То есть 2 года мы либо своего партнера любим, либо потом мы его 2 года ненавидим. Такой цикл у Марса двухгодичный. То есть на Марсе особо не разрушаются браки, отношения, и по деньгам история, она не такая напряженная. Почему про Плутон говорю? Очень сильно на вас влияет. И... Те, кто родились с 56 по 70, у вас Плутон находится либо в 11, либо в 12 доме. И здесь момент такой родовой кармы, здесь либо разрушение, здесь либо переданный сложный опыт, связанный с деньгозарабатыванием, который вы можете передать своим детям и внукам, и это очень важный такой момент по жизни. Либо же вы живете с этими разрушительными эмоциями и не можете в них разобраться, а это просто нужно понять и передать детям не с точки зрения нравоучений, а просто с точки зрения того, как это может быть, рассказать все свои какие-то сложные истории, вопросы, где, возможно, вы пошли не туда в своей жизни, да, и это нормально, потому что, в поколении с 56 по 70 вообще не было ни психологов, ни астрологов, родители были заняты вообще в принципе выживанием, поэтому этим людям досталось то, что досталось, и здесь можно просто понять, сказать спасибо, что вы вообще выжили, спасибо, что вы родили нас, что мы у вас есть, потому что на таких эмоциях вынашивать детей, растить поколение, это сложно, ребята. Мы сейчас живем в то время, когда у нас есть множество знаний, разобраться в себе, построить качественные отношения и перестать разрушать свою жизнь, то есть родовую систему полностью изменить, да, это очень сложно, ее нужно, во-первых, понять и на себе прекратить вот эти разрушающие действия, да, и там дочке, сыну сказать, что не обязательно разрушать свои отношения, чтобы построить новые, можно здесь просто понять свои ошибки и начать себя вести по-другому, потому что это очень сильно влияет и на выживание тебя, твоей семьи в принципе, да, потому что Плутон может давать нам и блага, если мы строим качественно и понимаем свою силу, в каких моментах мы можем разрушать. И вот получается, что все те люди, у кого асцендент в весах, внешняя маска, картина, вот она такая красивая, да, а внутри у человека буря эмоций. Второй дом в Скорпионе с большей долей вероятности. Все зависит, конечно же, от широты, где вы родились. Да, есть долгота, здесь без разницы, но широта, в которой вы родились, и зависит длина астрологического дома. Если все-таки в весах, то здесь попроще. Если второй дом находится в весах или в Стрельце, попроще. А если же в Скорпионе, то здесь нужно разобраться в своих страхах, переживаниях, и тогда деньги начинают идти. То есть здесь вопрос еще и финансов, и выживания. Можно говорить все, что угодно, что я вот про душу, я не про деньги, но вы извините, продукты в магазине не за спасибо покупаются, да, продукты в магазине покупаются за деньги. Детей кормить, одежду покупать, себя растить, это все за деньги. И мы с вами живем в материальном мире, да, и здесь история как раз-таки. Те обладатели второго дома в Скорпионе, это история, когда хочется заглянуть вот в этот нематериальный мир. И, к сожалению, очень многие наделывают очень множество ошибок, потому что
Нематериальный мир, он суров. И здесь нужно просто понимать уровень своей, адекватного владения в этом, да, нужно понимать, насколько вы в этом разбираетесь как специалист и насколько вы доверяете специалисту, с которым вы открываете этот мир. Конечно же, здесь очень много психологических барьеров, вопросов, зажатостей и тому подобное. И по такому же принципу идет развитие и 7-го дома. То есть вместо того, чтобы в отношениях быть деятельными, быть страстными, вместе что-то творить, вместе что-то развивать, получается, что люди в моменты трудностей и сложностей начинают воевать, начинают разводиться, начинают говорить: мне это не нужно, мне это сложно. Почему? Потому что те, кто родились с 70-го, 80-го, 90-го, Плутон, как правило, в весах, да, либо в первом доме, либо во втором доме. И это такая большая яркая черта личности, когда человеку для того, чтобы жить, нужно много. То есть это внутренний заряд на большие амбиции, на большие деньги, на большие позиции. Это властный человек внутри. И эту власть, как правило, человек проявляет в личных партнерских отношениях. А здесь не надо проявлять власть. Здесь нужно в прямом смысле любить, оберегать, заботиться. Потому что если у вас 7-й дом находится в Овне, то с большей долей вероятности у вас 5-й дом, дом любви, страсти, бескорыстной любви, это дом наших родителей, наших детей, то, скорее всего, здесь нужно заглянуть в свои отношения, да, родительско-детские. И здесь, конечно же, либо в рыбах, либо в водолее, то есть либо полная отстраненность была у ваших родителей, да, такое нежелание воспитывать детей, отстраненность, либо же здесь другие сценарии зависимости, потому что Нептун дает зависимости. И если вот в этой истории разобраться, то получается очень даже хорошо, получаются пробивные отношения, здесь получается карьера, 10-й дом, он в раке, то есть понимаете, из вот этой тяжести внутренней, которой напичкана натальная карта, нужно подняться наверх, а там семья с теми обнимашками, счастьями, те самые легкие эмоции и проявления, то есть МЦ, 10-й дом гороскопа, он в раке, либо же в близнецах, либо же во льве, то есть это знаки гораздо полегче, то есть это та самая проявленность, в которой вы хотите быть, жить, как вы хотите вообще выстроить свою жизнь, да, с учетом всех эмоций и переживаний, а у вас их очень много, поэтому асцендент в весах — это такая красивая картинка, понимаете, да, и пользуйтесь своей красивой картинкой, да, но ваш богатый внутренний мир — это как раз-таки история про вас, да, ваш 7-й дом, это история, будете ли вы воевать или вы будете никогда не сдаваться в достижении своих внутренних мотивов, потому что основная история Овна есть у каждого знака зодиака, как и плюсы, так и минусы. Так вот, овновская история минусовая — это когда человек ругается, скандалит, мат присутствует в речи, доказать свою правоту, сказать, что все неправы, особенно если много нереализованного потенциала в человеке, да. И это всегда войны, это всегда развод, это всегда расход с человеком, с близким кругом общения. Но у Овна есть и потрясающее качество — это при всех трудностях, при всех сложностях, потому что очень много людей, мудрых людей с обладателем асцендента в весах, с такой натальной картой, да, то есть если понимают вот эту историю своей жизни, что все не просто так, то здесь тогда обретается такая другая грань.
овновского сценария это никогда не сдаваться. То есть это тогда, получается, нарабатывается терпение. То есть это подъем на новый уровень, это раскрытие творческого потенциала, и люди видят у вас уже совершенно по-другому. То есть, что вы понимали, асцендент в Весах и десцендент в Овне – это воздушно-огненная история. И этот воздух может либо пожаром накрыть, да, либо здесь могут быть как и разговоры по душам, либо страстные романы, любовь, с которой хочется жить, да, которую хочется пронести всю жизнь. Но да, всегда будут штормы в отношениях. Скажу вам так, в силу своего многолетнего опыта с людьми, с парами в совместимости, везде есть кризисы. Можно родиться любым знаком зодиака, но начинка наших натальных карт заставляет нас всегда находить компромисс. И асцендент в Весах – это прямая задача, сходится к тому, чтобы всю жизнь находить компромисс, быть дипломатом, уметь договариваться, находить нужного человека в обществе, чтобы с ним построить брак, чтобы с ним в разведку, нужного человека в работе, чтобы с ним продвинуться вперед. А десцендент в Овне – это как раз-таки та сила, то овновское упорство, никогда не сдаваться, даже когда хочется сдаться, даже когда ты на мели своих эмоций, на мели своих финансов. Здесь нужно просто понять, какие страхи тобой руководят, какие эмоции, почему есть закрытость, зажатость, потому что вот так сложено звездами, что именно обладатели весовского асцендента и множество планет находится как раз-таки в сложных знаках, находится под горизонтом, то есть нужно внутреннюю силу свою раскопать для того, чтобы подняться вверх. И все, конечно же, зависит, нужно ли вам это общественное мнение, чтобы подниматься над горизонтом или нет. Потому что если у вас сверху планеты нет, то вам, в принципе, все остальные люди-то и не важны. Вы живете в своем мире, вы строите свою семью, вы строите свои отношения, связи, и у вас все хорошо. Вам вообще без разницы на общественное мнение. Вам главное, чтобы у вас дома было интересно, было по любви, было по счастью. Да, был дом, семья, очаг, потому что 4-й дом, скорее всего, у вас в Козероге. Вам нужна своя определенная стабильность. Вам нужно, чтобы у вас был фундамент, почва под ногами, и вы к этому стремитесь. И вот когда вы вот это вот все над собой сделаете, понимаете, видео вроде как про асцендент, но асцендент это гораздо больше, то есть можно рассказать поверхностно, но я надеюсь, дорогие друзья, вам стало понятно, почему определенные действия присутствуют в вашей жизни, почему вы привлекаете того или иного партнера, потому что десцендент в Овне вы притягиваете к себе амбициозных, потому что вы амбициозный человек. И да, с долей вероятностью, с большей, вы притянете себе очень сильного и мощного партнера, потому что 7-й дом в Овне вы можете себе притянуть либо дерзкого человека, кто обладает овновскими чертами характера, не обязательно Овен, да, либо плутонианца, кто обладает скорпионными чертами характера. То есть это человек выносливый, это человек сильный, это человек, если найти в нем вот эту изюминку, грань, будет с вами навсегда. То есть мы всегда притягиваем к себе тех людей, с кем мы можем максимально раскрыться. Но в силу общественного мнения сейчас принято модно, быстро выходить из отношений. Зачем мне эти сложности, зачем мне эти трудности? Но обладатели асцендента в Весах понимают, что все здесь не просто так. И если не строятся отношения, если покопаться в себе и понять, в какой момент вы решили просто отказаться, просто сдаться. А если бы тогда не сдались, смогли бы, и я уверена, что вы бы смогли бы и с первым партнером построить отношения. И, конечно же, мы растем с каждыми нашими отношениями, мы развиваемся, мы задаем себе вопросы. Не нужно себя винить за разрушение в прошлом, сделайте выводы из этого. Сделайте выводы в пользу своих будущих отношений, в пользу себя, своей же ответственности и понимания, куда вы все-таки идете. Потому что с десцендентом в Овне нужен план по жизни, цель, стремление. Тогда все будет решаться хорошо.
И если вы в этом разберетесь, все будет получаться. Ребят, вот такое видео. Я надеюсь, постаралась рассказать. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, но при этом указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что я могу про это очень много рассказывать, у меня очень про это много информации. Вопрос, хотите ли вы столько слушать. Рассказала основное, ну а дальше уже, если у вас остались вопросы. Ребята, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.